Всем привет! Мы в Венесуэле, в маленьком городке Санта-Елена, рядом с границей с Бразилией. Наша цель – подняться на гору Рарайма. Гора Рарайма входит в Гвианское плоскогорье ряда столовых гор с плоской вершиной или по-местному Типуй. Гора находится на территории 3 государств – Венесуэлы, Бразилии и Гайаны. На ней даже есть точка, где сходятся границы этих 3 государств. Максимальная высота горы 2810 метров, что делает ее одной из самых высоких в Гвианском плоскогорье. Максимальная ширина около 5 километров, а длина примерно 10 километров. Ее плоская вершина и отвесные стены часто окутываются облаками, тем самым создают впечатление, будто это нечто с другого мира и притягивают путешественников. Одним из таких первых путешественников был Эверальд Им Терн. Он путешествовал в конце 19 века и написал отчет. Его отчет вдохновил писателя Артура Конан Дойла на написание романа «Затерянный мир» о скалистом недоступном плато в Южной Америке, где сохранились динозавры. Вся экспедиция будет занимать 6 дней. 2 дня мы будем идти к горе, 2 дня мы будем подниматься на нее, спускаться и находиться там, и 2 дня мы будем идти назад. А сейчас сезон дождей, будет очень интересно. Цель вообще всей этой экспедиции и всего этого путешествия – проверить, действительно ли она стоит того, чтобы ехать так далеко, пересекать несколько часовых поясов и посмотреть на нее. И действительно ли она напоминает «Затерянный мир», о котором писал Конан Дойль. Погнали! Итак, мы остановились для того, чтобы получить разрешение на въезд в парк. Поедем на первую стоянку. Точнее, не стоянку, а маленькая деревня, от которой все начинают свой путь. Парай-Типуй она называется. Наш гид оказался врачом, так что, если нас укусит гадюка, он сделает все, что надо. И еще раз хотелось бы отметить, что это была классная идея поехать в сезон дождей, потому что он как раз вот начался. Вот. И становится все интереснее и интереснее. Но будем надеяться, что он пройдет дождь, и мы пойдем спокойно, без дождя. Из Санта-Елены мы выехали в Парай-Типуй. Вся дорога заняла примерно 2 часа. Мы заплатили по $10 за вход в парк. $100 пришлось заплатить за дрон, то, что дрон будем использовать на территории национального парка. Теперь мы выступаем. Мы будем идти до лагеря Кукинан и будем пересекать 2 реки. В нормальное время это речки. Но поскольку мы, опять же, выбрали хороший сезон, дождливый, это могут быть большие реки. Погнали! Когда мы вышли из Парай-Типуй, у нас были амбициозные планы пройти около 14 километров, пересечь 2 речки и дойти до лагеря Рио Кукинан, и может быть даже пойти дальше. В итоге оказалось все не так. Мы шли по холмистой равнине со спусками и подъемами, периодически заходили в маленькие леса и пересекали ручьи. Там, кстати, был один подъем, где гиды обычно проверяют, сможешь ли ты подняться на Рарайму. И тогда он показался нам тяжелым. Но потом мы поняли, что все еще впереди. Иногда нам становилось скучно, и мы прикалывались. Так, мы заходим в джунгли. Мы шли группой из 3 человек. Я, Тимур и Дима, плюс гид. О том, как организовано путешествие на Рарайму, я расскажу чуть позже. Мы прошли около 5 километров, и гора Рарайма начала открываться на горизонте. Она была хоть и в облаках, но смотрелась очень прикольно.
После того, как мы прошли половину пути, идти становилось тяжелее и тяжелее, а привалы становились длиннее и длиннее. Немножко не рассчитали свои силы. Чуть-чуть не дошли. Около 5 вечера мы прошли примерно 12 километров и подошли к лагерю Рио-Тек, где мы должны были пересекать первую речку. Мы в итоге остановились в лагере, который на первой речке. Не буду врать, все устали. Мне кажется, даже Кит, потому что он предложил остановиться тут и завтра перейти речку. Сказал, что разница между этим лагерем и следующим всего лишь полчаса ходьбы. Зачем? Давайте сейчас спокойно останемся здесь, сказал он. И поэтому мы идем купаться на речку и остаемся здесь. Итак, сегодня прошел первый день. Мы остановились в лагере Тек. Завтра мы пойдем дальше. Ну, какие первые ощущения? Первое ощущение очень красиво. Очень красиво. Рарайма, очень красивая гора. Она все время открывается с разных ракурсов, когда идешь. То там видно что-то, то не видно на ней что-то. Ну, в общем, очень интересная гора, очень красивая и величественная. Так что посмотрим, как будет дальше. Мы настолько устали, что после ужина я почти заснул за столом. Я пошел в палатку и обнаружил, что нас окружили светлячки. Я в своей жизни их почти не встречал, и для меня вместе с Рарайма и другими горами вокруг это было новое прикольное зрелище. Я посмотрел на них немного и пошел спать.